Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Скорпион. Давайте посмотрим, что скорпиончиков ожидает в первой половине месяца июля. Какие карты вам сегодня выпадут и что интересного, соответственно, у вас произойдет в этот отрезок времени. Напоминаю, вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Для этого нужно нажать на колокольчик под этим видео, чтобы в дальнейшем не пропускать мои расклады, если они вам нравятся. Также не забудьте оставить сообщение, комментарий под этим разбором Таро. Соответственно, я буду видеть, что видео вам понравилось, что оно резонирует с вашей конкретной ситуацией. Можете также поучаствовать в акции, если хотите. Под этим видео в закрепленном сообщении будет условие указано этой акции, поэтому кому интересно, пишите, буду очень рада разобрать вашу дату рождения. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Скорпион, какие карты у вас выпадут с 1 по 15 июля, соответственно, начало месяца июля. Здесь у вас первая карта, которую мы видим, это карта Луна. Карта Луна — это карта достаточно интуитивная, глубокая, это карта, показывающая вашу связь с подсознательным, с интуицией. Возможно, вам здесь нужно больше прислушиваться к себе, к каким-то знакам, которые вокруг вас есть, к вашему внутреннему голосу, в конце концов, и позволите ему вести вас в этот период времени. То есть это карта подсознательного, это карта снов, это может быть карта вещих снов. Здесь может быть у вас чувство какой-то неопределенности или понимание, что что-то смутно, скрытно, непонятно, могут какие-то страхи также появляться, или сомнения, неуверенность, боязнь быть обманутыми в этот период может у вас быть, или какие-то гиперболизированные страхи, которые у вас могут здесь появляться в этот период времени, то есть какие-то переживания, которые здесь у вас могут быть соответственно. В целом карта Луна, не такая она прям позитивная, но не такая негативная, скажем. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. У вас есть рыцарь жезлов, у вас есть тоже верховная жрица, которая может говорить о каких-то тайнах, секретах, о каких-то интуитивных вещах, которые для вас здесь будут важны. Вместе с рыцарем жезлов они могут вас вдохновлять, или какие-то вы можете интуитивные подсказки здесь получать от Вселенной, соответственно, и можете их умело и хорошо реализовывать, потому что это для вас будет такой искоркой, возможностью, которая дает потенциал действия, да, и карта Верховная Жрица, может быть, даже говорит о том, что о чем-то не нужно сразу всем рассказывать, о чем-то нужно умолчать, что-то нужно держать при себе, какие-то свои возможности. Тут же Паж Кубков, у вас есть как хорошие новости, которые вы можете получать. Опять-таки возможность что-то сделать, что-то исправить, как-то повлиять на ситуацию, поэтому Пажу Кубков как будто ухватиться за какую-то имеющуюся у вас возможность. Вы думаете, для вас она подходит или нет, собственно, да, рассматриваете эту возможность. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще будет. Будет королева жезлов и карта четверка жезлов. То есть это карты, которые в целом показывают, что вот здесь вот вы очень будете сосредоточены, возможно, на таких вопросах, как для вас важные, как реализация какой-то искры для вас по королеве жезлов, когда вы очень настроены на успех, на результат, когда вы настроены на реализацию своих планов, своих амбиций, когда вы по четверке жезлов хотите таким образом достичь стабильности и постоянства, да, потому что она достаточно дерзкая, это королева жезлов, она знает, чего она хочет, и она знает, как добиться своего, и умеете вы здесь подключаться к своей огненной части, огненной составляющей, хоть вы и не огненный знак зодиака, но тем не менее здесь и рыцарь жезлов есть огненный, королева жезлов, то есть здесь вы как будто бы знаете, как ситуацию заставить работать на себя, и по четверке жезлов направляете ее на стабильное и постоянное, чтобы было больше гармонии, больше успешности в вашей жизни. То есть здесь вы все для этого делаете, возможно, по этой карте. Да, давайте дальше посмотрим. Даже не знаю, что еще. Еще карта отшельника. Карта отшельника и карта девятка пентаклей. Карта отшельника и девятка пентаклей. Причем здесь есть четверка жезлов рядом с ними. Четверка жезлов, она в целом говорит о сообществе, о важности для вас отношений, которые у вас есть друг с другом, с друзьями, семьей, да, неважность в том социуме, в котором вы крутитесь. И вы здесь вот как будто бы
Можете посещать какие-то реальные мероприятия общественные, какие-то важные для вас события. Может быть, вас приглашают на годовщину или свадьбу, или вы здесь встречаетесь с семьей, или совершается переезд, или там, не знаю, у ваших родственников, или у вас рождение ребенка, потому что карта Луна и 4 жезлов, они могут об этом тоже говорить. Да? То есть в любом случае здесь вы по 4 жезлов комфортно себя чувствуете в вашем окружении, и для вас очень важно, чтобы они вокруг вас были, эти люди. При этом здесь же у вас есть эта Луна, которая показывает вам какие-то ваши страхи, комплексы или неуверенность, и вы можете их рассеять, подключившись к этой энергии, то есть вашей семье или человеку огненного знака, может быть, в вашем окружении, который может таким образом вас зарядить энергией и таким позитивным взглядом или целеустремленностью настроить вас на успех. И таким образом, да, вам нужно на этого человека здесь ориентироваться. При этом здесь же есть карта отшельника, как отстраненность и необходимость побыть в одиночестве. Они противоречат друг другу, это 4 жезлов с картой отшельника, казалось бы. Но тем не менее, вместе с тем, карта отшельника, которая здесь у вас есть, она с 9 пентаклей, да, это довольно такая мудрая карта, это очень глубокая карта, еще она выпала под верховной жрицей, то есть опять-таки показывает необходимость своей интуиции прислушиваться. И здесь вам нужно будет, как будто бы, знаете, скорпиончики, довериться своей внутренней мудрости, своему внутреннему знанию, своей интуиции, своему вот этому внутреннему ощущению, а не каким-то внешним факторам или людям, которые вам что-то говорят или какие-то страхи могут вселять. То есть ориентироваться на тех людей, которые настроены на сохранение гармонии, порядка там, в вашей семье, которые могут вас поддержать наоборот. И здесь вам нужно будет, возможно, проанализировать ситуацию. Здесь есть небольшое снижение энергии вашей для того, чтобы именно физической энергии, да, для того, чтобы прислушаться к своей ментальной, духовной энергии, для того, чтобы правильно разобраться в своих ощущениях в этот период времени. И здесь вам нужно будет, возможно, так как есть 9 пентаклей, сосредоточиться на какой-то тихой работе, да, как, может быть, сосредоточиться на финансовой, на материальной независимости и на чувстве самодостаточности и ощущения себя комфортным в этот период времени, комфортным в собственном вот положении, в собственном доме, когда вы понимаете, что никто у вас этого отнять не сможет, и опять-таки комфортно в том окружении, в котором вы есть, потому что вот вы как будто можете отмечать и радоваться, какие-то вот события у вас происходят радостные в кругу семьи, и вы опять-таки себя комфортно достаточно ощущаете, и по отшельнику можете осмыслить как-то ситуацию, которая проходит в вашей жизни по отшельнику. Может быть, здесь у кого-то выход на пенсию, не знаю, у скорпионов, и это тоже как праздник для вас, возможность этого перехода. Хотя здесь о явном переходном этапе ничего не говорится. Но вы достигли того, что вы имеете своими силами, как будто добрались до этого результата, до вот этих плодов, трудов своих, своими усилиями. И сейчас у вас есть чувство, вы знаете, как будто бы взрослости, такого взрослого взгляда на вещи, на жизнь, потому что вот вы смогли к этому прийти, получив определенный опыт, знания, которые вам этот путь дал. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь может быть есть. У вас есть 7 пентаклей, есть 4 кубков. 4 кубков и 7 пентаклей. И 7 пентаклей здесь такое сочетание у вас несочетаемого, да, но в целом здесь вот очень много огненной стихии, да, но она упирается в 4 кубков, и она упирается в 7 пентаклей, 4 кубков. То есть это карты, которые говорят о периоде тоже размышления, о том периоде, когда вы подводите итоги, когда вы вложили очень много усилий, наблюдаете за тем, как эти усилия реализовываются, какие плоды они принесут. И да, здесь может ощущаться и как карта не то чтобы застоя, да, беспокойства или апатии, но как период ожидания с отшельником, 4 кубков, 7 пентаклей. Как будто у вас есть какой-то конфликт, может быть, с собой в этот период времени, в первой половине июля. И он заключается в том, что, знаете, вот все движется как будто слишком медленно, и вам хочется форсировать события, вам хочется больше спешить вперед, торопиться, но как будто бы здесь ситуация сама собой как-то затягивается и сдерживается, и есть чувство застоя. Может быть, вы этому недовольны, и вы не хотите поддаваться этой ситуации, да, может быть, вы
боитесь что-то испортить, боитесь наоборот бросаться в омут с головой в какую-то ситуацию. Но в любом случае здесь вот какой-то застой, этот носит временный характер, то есть он не постоянный, да, он здесь в первой половине июля и проходит, хотя вы думаете о том, как долго это будет продолжаться, принесет ли это свои плоды, сколько времени потребуется, чтобы эти плоды имели место быть, да, когда вы их получите. Ну, по этой карте, по семерке пентаклей, да, видно, что корни уже есть, но листики еще маленькие пока что, деревце еще недостаточно выросло. И придет время, оно начнет расти быстрее и будет расти с той скоростью, с которой вы ожидаете. А вам нужно просто дисциплинированно за ним добросовестно ухаживать за этим деревцем. То есть вовремя там его поливать, да, вовремя какие-то усилия свои привносить, то есть касаемо той работы, которую вы делаете. Тут же есть шестерка жезлов, чувство победителя и карта сила, то есть уверенность в своих силах, в своих возможностях. Здесь очень хорошее сочетание карт, которое показывает уверенность в том, что вы поступаете правильно, делаете правильно. Кстати, успех по карте Страшный суд также имеется. И карта влюбленная, что вы принимаете правильное решение, что оно успешное, что оно разумное. Здесь много старших арканов, соответственно, вот здесь вот в конце. И вот эта шестерка жезлов, которая является очень выигрышной, это карта, которая показывает победу и успех в любом, да, в любой ситуации. То есть на любом поле битвы из-за вашей упорной работы вы добиваетесь хорошего результата. Да, возможно, вы сейчас усваиваете какие-то важные жизненные уроки с этим отшельником, с Верховной Жрицей, прислушиваетесь к своей интуиции. Но вот эта карта сила, которая здесь есть, она показывает, что у вас достаточно сил, чтобы обуздать вот эту огненную энергию, чтобы не торопить события, может быть, там, где они требуют замедления, и не торопить что-то силой. Нужно здесь дать время чему-то развиваться, больше дисциплины, больше спокойствия проявлять здесь в этой ситуации. И вы получите обязательно свои результаты по Страшному суду. Вы получите то, что вы заслуживаете, во что вы вложили столько усилий. И да, вот суд показывает успех от того решения, того выбора, который вы делаете. Возможно, вам нужно будет здесь действительно какое-то важное решение принять по Страшному суду, которое будет переворачивать что-то с ног на голову и будет влиять на других людей, потому что есть карта влюбленная, то есть влиять на парные отношения. Вам в любом случае в первой половине июля вам нужно будет освоить баланс между своим внутренним миром, то есть духовным миром, и практическим внешним миром. И Вселенная здесь советует вам и подсказывает вам, возможно, немножечко отступить от стремления, как будто немедленно действовать, когда вы чересчур хотите быстрого результата внешнего. Если дела идут медленно, и вы разочаровываетесь из-за того, что что-то замедляется, что-то нужно ждать, то вам нужно довериться своей интуиции и позволить, да, опираясь на свой опыт, на знание дела, позволить управлять этими внутренними импульсами, управлять этой ситуацией, потому что она ведет вас к большому прорыву по Страшному суду и большому результату, но не нужно торопить события. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Скорпион мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.